Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 27 апреля и война продолжается уже 63 дня. В этом выпуске Путин шантажирует Европу поставками газа, российская армия штурмует Лиман и бомбит украинскую инфраструктуру, а 40 стран Запада договорились о поставках оружия. Тяжелые гаубицы едут даже из Австралии. Обязательно поговорим сегодня и о новых обстрелах российской территории. Горят склады с боеприпасами. Российская армия продолжает наступление на отдельных направлениях. Давайте посмотрим общую карту. На ней мы отметили места боев. Как видите, это очень локальные участки. Пока, судя по сообщениям из разных источников, путинские войска продвигаются вперед, но только по чуть-чуть, на 1-2 километра. К западу от Изюма наступающие подошли к окраинам Великой Камышевахи, продвинувшись как раз на пару километров вперед. Продолжаются атаки на Ямполь и Лиман. Здесь идут тяжелые бои. Украинские войска пока сопротивляются, и российская армия не может продвинуться на юг и запад к берегам реки Северский Донец, чтобы наладить переправы. Южнее путинская армия пытается обойти Великую Новоселку. Мы видим, что продвижение продолжается, но также очень медленно и с постоянными боями. А вот на Южном фронте под Снегиревкой атака российских частей была отбита. Им пришлось отойти на исходные позиции. Можно сказать, что на стратегическом уровне продолжается пауза в войне, однако бои не затихают. И каждый день можно, во-первых, ожидать резкой активизации российского наступления, а во-вторых, нельзя забывать, что каждый день гибнут люди. Не прекращаются и обстрелы украинской территории. Путинская авиация бомбит за Азовсталь и прифронтовые цели на востоке Украины. В Днепропетровской области нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. Мы видим большой пожар. По данным британской разведки, российские самолеты не рискуют залетать в центральную и западную Украину, потому что украинские ПВО действуют. Буквально вчера появились красивые кадры уничтожения очередного бомбардировщика Су-34. Есть фото с места падения, сбит при помощи системы БУК. Что касается пилота, он успел катапультироваться, его забрал вертолет. И это уже 9-й фронтовой бомбардировщик Су-34, который потеряли российские ВКС. Поэтому для атак объектов в глубоком тылу путинская армия использует крылатые ракеты. Не только калибры, но и более старые, которые еще остаются на складах. Вот, например, вчера был атакован мост на Днестровском лимане. Через него проходит железная дорога. Из Румынии оттуда могли доставлять топливо. По фото мы видим, что мост поврежден не критично. Возможно, его быстро отремонтируют, и поезда продолжат ходить в сторону Одессы, по этим прекрасным местам, где отличные пляжи и можно собирать самые вкусные помидоры. Продолжаются пожары на российской территории. Вот российские СМИ так и пишут. Пожары. Там пожар, тут пожар. Но мы же понимаем, что просто так эти пожары не могут происходить. Особенно на военных объектах. Сегодня ночью загорелся склад боеприпасов под Белгородом, в Старой Нелидовке. Это совсем недалеко от границы с Украиной. Можно было на любом дроне долететь 14 километров. Местный губернатор сообщил о 4 взрывах. Сегодня же утром летающий объект НЛО сбили под Воронежем. Вот эти кадры на вашем экране. Позже показали обломки сбитого объекта. Вот так мем о бомбардировке Воронежа может стать самой настоящей реальностью. Понятно, что все это явно действие украинских войск. И они уже вызывают реакцию в мире. Вот, например, британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи сказал, что украинцы вольны использовать поставленное из Великобритании оружие для атак, в том числе российских объектов. На что Маша Захарова истерично начала грозить бомбардировками территории стран НАТО. Ну, конечно, что они там будут бомбить? А помидоры под Одессой отличные. Путин начинает газовый шантаж. «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу после отказа этих стран оплачивать газ в рублях. Сегодня прекратилась подача газа по трубопроводу в Польшу. Через Болгарию газ идет только для транзита.
На фоне этих новостей, конечно, сразу выросли цены на газ до 1300 евро за 1000 кубометров. Урсула фон дер Ляйен назвала действия России шантажом. Она заявила, что ЕС готов к подобному развитию событий и готовит ответ. Австрия поспешила заявить, что согласна на оплату газа в рублях по той схеме через Газпромбанк, о которой я уже рассказывал. А премьер Греции собирает экстренное совещание по энергетике. Тоже, видимо, будут решать, платить ли за газ так, как требует Путин, или перестать спонсировать войну и убийство мирных жителей в Украине. Хорошо, что газовый вопрос стоит ребром вот уже сейчас. Лучше бы раньше, но хорошо, что не позже. Я уверен, что Европа найдет способ отказаться от российского газа. Да, будут издержки, да, будут экономические сложности, но зато Путин потеряет миллиарды евро, которые он прямо тратит на кровавую войну. По военной помощи тоже были споры, но вот сейчас все идет гораздо быстрее. Вот и с газом так должно быть. Можно решиться просто. По итогам прошедшей вчера встречи 40 министров обороны в Германии создан Центр контроля военной помощи Украине. На встрече договорились о поставках 50 зенитных систем «Гепард» от Германии. Канада поставит 8 бронированных машин. Великобритания передаст Украине высокоточные самонаводящиеся ракеты класса «Воздух-Земля» «Бримстоун». Стоимость одной ракеты составляет около 150 тысяч долларов США. Также Британия передаст дополнительные зенитные системы. Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания заявил, что такие встречи будут проходить ежемесячно. Сегодня же Австралия приняла новый пакет помощи и отправит 6 гаубиц М777 с боеприпасами Украине. Вот так вот тяжелое вооружение уже поступает. И, честно говоря, я, опять же, не знаю, что Путин будет делать в этой ситуации. Загнанная крыса, она достаточно опасна, но эту крысу нужно загонять и нужно уничтожать. Что касается нас, мы продолжим вам рассказывать все самые важные новости и добавлять что-то от себя. Поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал, отметьтесь в комментарии и смотрите наш стрим в 19 часов. До завтра.